Владимир Буковский и «Возвращается ветер». Письма русского путешественника. Предисловие. И невозможное возможно. Еще вчера это казалось невозможным. Книги Владимира Буковского издаются на родине. Первая из них «И возвращается ветер», вторая «Письма русского путешественника». Обе книги вышли в Соединенных Штатах Америки в 1978 и 1981 годах. На обложках краткое представление автора. Владимир Буковский родился 30 декабря 1942 года, один из первых и наиболее активных участников правозащитного движения в СССР. Был неоднократно репрессирован. В 1972 году был осужден к 7 годам лишения свободы и 5 годам ссылки. В декабре 1976 года был обменен на первого секретаря чилийской компартии Луиса Корвалана, живет в Англии. Книга Владимира Буковского «И возвращается ветер» опубликована издательством «Хроника». Вторая прошла под редакцией профессора Чалидзе. Хоть и более цивилизованным способом, он тоже был выдворен в США, а теперь часто публикуется в советской прессе. В 1990 году указом президента СССР Горбачева ему вернули советское гражданство. Эта фраза не в утешение, не в укор, а просто для того, чтобы наш суд всегда сопрягался с верой во всесилие правды, как бы долго и тяжело она ни шла к людям. Если уж мы, наконец, имеем возможность читать книги Владимира Буковского, значит, очень существенны перемены в нашем Отечестве, и он, Буковский, причастен к ним куда больше, чем кто-то другой. Книги Владимира Буковского — трудное чтение. Первая повествует, точнее сказать, кричит о трагической судьбе молодого человека, восставшего против зла и насилия сталинского тоталитаризма над личностью и личностями. Казалось бы, архипелаг ГУЛАГ исчерпал тему лагерей, тюрем, психушек и карцеров. Казалось, исчерпаны все пределы человеческих сил, духовных и физических, у тех, кто противостоял режиму истребления. Однако всякие новые свидетельства не перестают потрясать и множат вопросы, во имя чего совершались злодеяния и было ли что-нибудь человеческое в тех, кто выстраивал социализм на страхе и крови. Как все это случилось? Как жили и здравствовали мы все, то есть те, кто оставался во власти иллюзий, выстраивал удобную сферу бытия, гнал прочь тревогу? Эти вопросы из самых трудных. Уязвимость каждого велика, и лучше не выискивать поспешных оправданий. Бесспорно одно: там, в тюрьмах и на лесоповалах, чаще всего оказывались самые непокорные и гордые, а смирение только еще больше калечило души тех, кто спасался неведением и уступал страху. Я говорю это и о себе, никак не упрекая других, ибо сам долго верил в великую силу самоочищения общества после 20-го съезда партии. Этот съезд многое открыл моему поколению, мы поверили в победу, но были разбиты. В 1963-м, когда начался путь Владимира Буковского на Голгофу, хрущевская оттепель уже превращалась в новый вариант стальщины. Дети 20-го съезда оказались, по сути, замордованным поколением. Многие из нас сумели лишь прокоротать долгих 20 лет брежневского правления, газетчики, изгнанные из газет, режиссеры из театров, ученые от синхрофазотронов. Правда истории, конечно, восторжествует, но прежде всего должна восторжествовать история правды. Без всяких спекуляций и без всего, что имитирует эту правду.